Участие военной техники и солдат российской армии в войне на Донбассе доказано уже не раз. Тем не менее, масштабы вторжения войск РФ на территорию Украины для многих остаются загадкой. Отсюда возникают вопросы относительно логики Минских мирных соглашений и дальнейших так называемых режимов тишины. Ведь большинству обывателей непонятно, насколько огромная военная сила противостоит украинской армии, Национальной гвардии и добровольческим батальонам. К тому же, после наших предыдущих материалов об участии в военном конфликте на востоке Украины российских танков Т-72Б3, списанных Т-64, артиллерийских установок МСТА-С, некоторые зрители иронично высказывались, что украинскую армию заставила отступать горстка сепаратистов и пара единиц военной техники. Правда в том, что показанная техника российская, сомневающихся уже фактически не осталось. В данном материале мы докажем, что суждения о героизме украинцев и адекватности действий руководства Украины полностью оправданы. В середине августа пророссийские сепаратисты на Донбассе теряли позицию за позицией. Территория, контролируемая ДНР и ЛНР, медленно, но постепенно уменьшалась. Уже доставленных боевикам Гиркина и Болотова танков Т-64 оказалось недостаточно. Срочно выставить большое количество дополнительных, готовых к бою Т-64 российская армия не могла. Эта модель в войсках давно не использовалась, а танкам из баз хранения требовался ремонт разной степени сложности. Россия начала спасать свои проекты ДНР и ЛНР, пренебрегая конспирацией. С этого времени в ход пошли танки Т-72. После развала СССР Уралвагонзавод добился положения танкового монополиста на территории Российской Федерации. Его 72-е стали основными танками в армии РФ. В войсках находилось около 1500 единиц Т-72 различных модификаций, на складах в 5 раз больше. В отличие от Т-64, проблем оперативно поставить на Донбасс несколько десятков исправных Т-72 не было. Сепаратисты также не могли отобрать эти танки у армии Украины. Единственное место, где находились украинские Т-72 на Донбассе – центральная база резерва в Артемовске. Ее захватить не удалось. Танки Т-72 находились на базах хранения, на бронетанковых заводах, в некоторых учебных частях других регионов Украины. Но вплоть до 6 декабря в составе боевых подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и добровольческих батальонов таких танков не было. В зоне же боевых действий зафиксировано лишь 2 Т-72, находящихся в украинских подразделениях. Оба российские, трофейные. Первый из них, новой российской модификации Т-72Б3, был захвачен непосредственно у российских военных под Иловайском. При выходе из окружения его бросили. Об этом танке более подробно упоминалось на нашем канале в первой части цикла сюжетов о вторжении российских войск в Украину. Второй танк – российский Т-72Б1 образца 1984 года. Его украинские военные в конце августа отбили у боевиков террористического подразделения «Оплот». О захвате данной машины сообщил танкист 51-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Николай Тишек. Этот танк номер 37 участвовал в боях под Иловайском. Видеодоказательство было выложено на сервисе YouTube 22 августа 2014 года. В начале сентября он находился уже в распоряжении подразделения Вооруженных сил Украины. Позже его отремонтировали, покрасили и добавили надпись «Днепр-20-1» на динамическую защиту нижней лобовой детали корпуса. Кроме показанных выше
трофейных российских танков, больше никаких Т-72 у украинских военных в зоне боевых действий не было ни весной, ни летом, ни осенью. Лишь 6 декабря на аэродроме в Чугуеве Харьковской области президент Украины Петр Порошенко передал личному составу вооруженных сил всего 10 танков Т-72 из числа тех, которые готовились на экспорт в африканские страны. 7 Т-72АВ, 2 модернизированные Т-72УА-1 и 1 Т-72Б1. Последний на фото обозначен стрелкой. Первые поставки сепаратистам на Донбасс Т-72 зафиксированы в середине августа в Донецкой области. На видео, размещенном на YouTube 15 августа, 2 уже уничтоженные танка Т-72Б образца 1984 года. Первый возле поселка Рассыпное, второй вблизи поселка Никифорово. На видео от 14 августа колонна из 6 танков Т-72Б и 2 Т-64А проезжает по центру Тореза. 16 августа в сети появляется видео, на котором Т-72Б уже в Донецке. С августа в Украину из России хлынул поток танков Т-72. В основном модификаций Т-72Б и Т-72Б1 образца 1984 года. Кроме этого, на украинской земле в этот же период замечены Т-72Б образца 1989 года со встроенной динамической защитой «Контакт-5». Более новые модификации сепаратистам на восток Украины не поставлялись, а использовались войсками вторжения вооруженных сил РФ. К примеру, на Т-72БА воевала 21-я отдельная мотострелковая бригада, на Т-72Б3 – 6-я отдельная танковая бригада, 200-я и 17-я отдельные мотострелковые бригады. По имеющимся фотографиям и видео из средств массовой информации, а также из социальных сетей, можно вычислить количество танков Т-72, которые Россия завезла в Восточную Украину. Пользователь социальной сети LiveJournal под никнеймом «След взят» проанализировал более 6 сотен фото и видеоматериалов, избегая повторного подсчета одних и тех же боевых машин. В описании к этому материалу мы даем ссылку на исследование и архив всех изучаемых файлов. Далее вашему вниманию в виде пронумерованных коллажей снимки разных танков Т-72Б, которые Россия поставляла сепаратистам. При этом в подсчет не включено около 30 Т-72 на фото плохого качества или с неудачными ракурсами. Приводим примеры таких изображений. Кроме того, при подсчете не учитывались 5 полностью уничтоженных танков в Донецком аэропорту, в поселке Новосветловка Луганской области, возле села Рассыпное, Донецкая область, вблизи поселка Никифорово Донецкой области,
у села Роскошное под Луганском. Таким образом, подтверждено наличие у сепаратистов около 130 российских Т-72 различных модификаций. И это минимальное число. Если учесть, что многие боевые машины не были зафиксированы на фото и видео, то масштабы гуманитарной помощи РФ боевикам на Донбасс просто колоссальны. В отличие от Т-64, которые доставляли с помощью самолетов из Красноярского края, танки Т-72 перебрасывались поближе к украинской границе традиционным способом – по железной дороге. При таком виде транспортировки на танках наносились характерные надписи краской, так называемое клеймо военторга. Индекс негабаритности груза на борту, чаще всего Н-22-00, как у гаубиц М100С, о которых мы уже рассказывали, и белые полосы от крепления специальных фиксирующих шпор на катках. Эти надписи стараются скрыть, обильно их закрашивая, но на некоторых Т-72 сепаратистов они остались. От железнодорожных станций танки развозились военными тягачами на тралах. Перемещение Т-72 старых моделей тягачами вооруженных сил Российской Федерации наблюдалось вдоль всей российско-украинской границы. Идентифицировать среди них именно те, которые транспортируют в Украину, довольно сложно, поскольку на вооружении российской армии, как мы сказали ранее, остается солидное количество Т-72 модификаций 80-х годов. Тем не менее, действуя в обратном порядке, по фото и видеоизображениям танков Т-72 на Донбассе можно отыскать их следы в России. В конце августа 2014 года, после захвата Новоазовска силами российской армии и сепаратистов, самым популярным объектом в городе стал Т-72Б1 образца 1984 года. Потрепанный танк с неаккуратными надписями «Танюша», тремя флагами так называемой Новороссии и пролетарским экипажем фактически выставили на показ. На этом фото у танка еще не закрашены бортовой номер 127 и тактический знак армейского подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, маленький белый ромб внутри большого вытянутого ромба. От транспортировки по железной дороге остались белые метки на катках. Надписи Н-22-00 замазаны голубой краской. На видео от 11 сентября номер уже закрашен синей краской и от руки нанесен новый номер 005. Тактический знак скрывать не стали, и белые метки на катках тоже видны. На фото из социальной сети можно заметить, что на защитной крышке прожектора возле пушки появился номер 25, нарисованный зеленой краской поверх настоящего номера танка 127. До того, как этот танк завезли в Украину, его транспортировка была зафиксирована 30 июля в Ростовской области на трассе М4 Дон. Этот факт, кроме видео, присутствует на снимках пользователей социальной сети. На фотографии, кроме номера 127, можно рассмотреть тот же тактический знак – вытянутый ромб, белые метки на катках, камуфляж на бортовых экранах корпуса ближе к корме танка. Другой пользователь социальной сети сфотографировал этот же танк на автодороге М4 Дон в Миллеровском районе Ростовской области. Машина, на которой сепаратисты впоследствии нанесли надпись «Танюша», имеет тот же рисунок камуфляжа на стволе, бортовых экранах, тактический знак в виде ромба, положение и очертания белых номеров на двух прожекторах с защитными крышками того же цвета. Перевозка танка Т-72Б1 с белым номером 37 на башне, который использовался под Иловайском террористическим формированием «Оплот» и впоследствии был захвачен украинскими военнослужащими, зафиксировано на видео от 21 августа 2014 года. Примечательно, что танк 37 и танк 127 перевозил один и тот же военный тягач.
На этом фото еще один Т-72Б1 образца 1984 года, который, как и танк «Танюша», воевал на Мариупольском направлении. Индивидуальными особенностями танка 004 являются камуфляжный рисунок, область с царапинами на левом бортовом экране над ведущим колесом, зеленая краска на некоторых катках и ведущем колесе, загнутый нижний правый край металлического экрана над выхлопным патрубком. На более ранних фотографиях на танке еще не нанесен номер 004. Транспортировка данного танка в Ростовской области зафиксирована 4 августа на видео. Также пользователи социальной сети сфотографировали этот Т-72Б1 на трассе М4 Дон. На первом снимке уже знакомый номер тягача. На втором фото хорошо видны индивидуальные черты танка, который под Новоазовском превратился в танк ополченцев под номером 004. Обращаем внимание на область с царапинами на левом бортовом экране над ведущим колесом, зеленую краску на некоторых катках и ведущем колесе, а также на загнутый нижний правый край металлического экрана над выхлопным патрубком. Кроме всего прочего, танк 004 интересен тем, что на его защитной крышке прожектора не был до конца вытерт тактический знак военного подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, к которому он ранее принадлежал. Белый круг с ромбом внутри. Такой тактический знак присутствует на технике 5-й отдельной танковой бригады, военная часть 46-108, дислоцированной в далеком городе Улан-Удэ, Республики Бурятии. Особого внимания заслуживает также Т-72Б образца 1989 года, находившийся в распоряжении так называемой отдельной бригады особого назначения «Одесса ЛНР». Этот танк позиционировался как трофейный, то есть отобранный у украинской армии. На некоторых фотографиях на боевой машине еще заметен родной номер 513. С левой стороны видны особенности данного танка, шрифт и расположение цифр номера и белые надписи «ЗИП» на ящиках надгусеничных полок. Примечательно, что этот же танк замечен в Ростовской области в составе 35-й отдельной мотострелковой бригады, военная часть 41-659, из Алейска, Алтайского края. На этом тема о военном участии России в конфликте на Донбассе далеко не исчерпана, но по уже озвученным и показанным фактам можно представить размеры так называемой гуманитарной помощи РФ. На Украину брошены сотни единиц российской тяжелой техники. Теперь понятны причины захвата Новоазовска, взятия под контроль сепаратистов Саур-Могилы, трагедии под Иловайском и в других котлах. Понятны причины, почему власти Украины отстаивают необходимость соблюдения Минских соглашений и что удерживает украинского главнокомандующего от приказа идти в контрнаступление. Воєнного вирішення питання по Донбасу не існує. Хто хоче побавитись, зброю в руки і під кулі російської військової машини, найбільш цільної військової машини на континенті. Побачите, чим це закінчиться. Сотні українських героїв гинуть за день. Тоді, коли було вторгнення. Існує виключно політичне рішення конфлікту на Донбасі.